Анна Болейн проиграла. Открываем новое дело. Принято, шеф. Итак, господа присяжные заседатели, сегодня у нас на столе исторический парадокс. 16 век. Две сестры Болейн играют в «Игру престолов». Анна срывает джекпот, надевает корону и отправляется на плаху. А вот ее сестра Мария, которую король просто использовал и вышвырнул, делает ход конем. Она тихо рожает детей. И именно эта испорченная линия столетиями ползла по венам британской аристократии, чтобы в итоге триумфально вернуться во дворцы в лице королевы людских сердец Дианы. Как изгнанница переиграла всех? Давайте изучим улики. Для тех, кто не знаком с архивами, проведу краткий инструктаж и расставлю фигурантов по местам. Фигурант номер 1 – король Англии Генрих VIII. Мужчина с большими аппетитами во всех смыслах. Фигурант номер 2 – Анна Болейн, его будущая жена, мать Великой Елизаветы I и женщина, которая в итоге очень эффектно потеряет голову. Фигурант номер 3 – Мария Болейн, старшая сестра Анны. И вот здесь, господа присяжные зрители, начинается самое интересное. Прежде чем жениться на Анне, сделать ее королевой, а потом отправить на плаху, у Генриха была любовница. И это была именно Мария, старшая сестра. На момент связи с королем Мария была официально замужем. И вот, находясь в статусе королевской фаворитки, она рожает 2 детей. В кулуарах истории до сих пор ведутся ожесточенные споры, чьи это, собственно, дети – законного мужа или все-таки короля. Сразу внесем ясность для протокола. Генетическую экспертизу мы не делали. К телу короля с ватными палочками нас не подпускали, к детям тоже. Так что 100% доказательств в нашем деле нет. Но что говорят улики и свидетели? Сплетники при дворе в один голос болтали, что детишки-то вылитый король. По срокам все тоже сходится идеально. Когда Мария числилась в главной королевской спальне, тогда эти дети и появлялись на свет. То есть внешность совпадает, сроки совпадают. Не совпадает только фамилия в метрике. И тут возникает логический вопрос. Если дети от Генриха, почему он их не признал, особенно мальчика? Ответ подшит к делу. Схема была крайне запутанной. Не забываем, Мария была замужем. А позже и вовсе король начал активно ухаживать за младшей сестрой Анной Болейн. А теперь следите за руками. По законам того времени официально признать детей от старшей сестры означало признать интимную связь с ней. А значит, жениться на младшей сестре было бы уже нельзя. Это чистой воды инцест. В общем, Генриху этот юридический кошмар был не нужен. Дети его или не его, повторюсь, настаивать мы не будем, а доказать не можем. Для следствия сейчас это не главное. Нас интересуют сухие факты. Фиксируем главное для нашего расследования. Мария Болейн – наш нулевой пациент. В 1524 году она рожает девочку Кэтрин, а в 1526 году мальчика Генри. Вскоре после этого Мария удаляется со двора в тень, освобождая дорогу сестре. Как любовница она нас больше не интересует. Мы берем в разработку ее дочь, девочку по имени Кэтрин Керри. Именно от нее мы и начинаем вести наше следствие сквозь века. Итак, Кэтрин Керри. Что мы о ней знаем? Достаем из папки досье на нашу подозреваемую номер 2. Имя Кэтрин Керри. Родственные связи. Официально племянница королевы Анны Болейн. Неофициально возможная тайная дочь короля Генриха VIII. Что мы знаем об этой женщине? Если бы в 16 веке давали премию за выживаемость, Кэтрин забрала бы гран-при. Представьте себе картину того времени. Двор Тюдоров – это серпентарий, где шаг влево, шаг вправо – секир-башка. Тетка теряет голову. Король меняет жен. Страна то католическая, то протестантская. Костры горят, топоры стучат. Что делает наша Кэтрин? Она не лезет на рожон. Она тихо и благополучно выходит замуж за надежного человека, сэра Фрэнсиса Ноллиса. И пока династия Тюдоров отчаянно и безуспешно тужится, пытаясь родить хотя бы одного здорового наследника, Кэтрин рожает 14 детей. 14.
Вот она, та самая генетическая бомба, которую заложила Мария Болейн. Кровь, которую выгнали из дворца, начала расползаться по всей английской аристократии в промышленных масштабах. Но самое интересное в материалах дела начинается позже, когда на трон наконец-то садится Елизавета I, та самая дочь обезглавленной Анны Болейн. Знаете, кого новая королева делает своей главной фрейлиной? Кому она доверяет свои самые страшные тайны, свои драгоценности и свою жизнь? Нашей Кэтрин. Елизавета обожала ее. Они были не разлей вода. Официально, как кузины. Но весь двор перешептывался: королева так доверяет Кэтрин, потому что знает, в их жилах течет кровь одного отца, короля Генриха. Фиксируем улики. Кэтрин Керри не пыталась надеть корону, она поступила умнее. Она стала тенью королевы при жизни и абсолютным победителем после смерти. Ведь Елизавета умерла бездетной, унося официальную линию Тюдоров в могилу, а Кэтрин оставила после себя армию потомков. Итак, листаем дело дальше. Согласно метрикам, 8 ноября 1543 года на свет появляется фигурант номер 3 – Летиция Ноллис, родная внучка нашей Марии Болейн. Что говорят материалы дела об этой особе? Девочка выросла, глаз не оторвать. Но была одна деталь, которая делала ее ходячей провокацией. Летиция была абсолютной, пугающей копией своей могущественной родственницы, королевы Елизаветы Тюдор. По бумагам она приходилась Елизавете двоюродной племянницей, а по факту это была молодая, ослепительно красивая, здоровая и, что самое обидное для венценосной девственницы, плодовитая версия ее самой. Те же знаменитые рыжие волосы, та же стать, та же фирменная болейновская ухмылка. Но просто быть красивой родственницей – это не преступление. А теперь, господа присяжные, переходим к главному обвинению. Как Летиция стала личным ожившим кошмаром для английской королевы. Материалы дела свидетельствуют о неслыханной дерзости. Ни для кого не было секретом, что у королевы Елизаветы имелась одна главная неприкасаемая любовь всей ее жизни – Роберт Дадли. Он был ее официальным фаворитом, ее сладким Робином, на которого всем остальным дамам при дворе было строго-настрого запрещено даже дышать. Дадли был собственностью короны. И что же делает наша подозреваемая Летиция? Она не просто строит королевскому мужику глазки, она втихаря за спиной у своей всемогущей тетушки крутит с ним страстный роман и тайно выходит за него замуж. Когда Елизавете донесли эту агентурную сводку, во дворце затряслись стены. Ограбление века! Внучка глупой Марии Болейн умыкнула мужика у самой великой королевы Англии. Елизавета пришла в абсолютное бешенство. Она окрестила Летицию волчицей, выписала ей пожизненный запрет на появление при дворе и возненавидела до конца своих дней. А Летиция, отбыв в изгнание, времени зря не теряла. Она благополучно пережила своего мужа и саму королеву, дожив до фантастических по тем временам 91 года. И что самое главное для нашего дела, Летиция успела родить детей, которые понесли эту проклятую кровь Болейн дальше. Итак, господа присяжные, переходим к следующему тому нашего расследования. Дети Летиции Ноллис. Я предвижу ваш логичный вопрос. Раз Летиция так эффектно увела у королевы любовь всей ее жизни, Роберта Дадли, значит ли это, что кровь леди Дианы пошла именно от этого скандального союза? Вынуждена вас разочаровать. Эту папку мы сейчас закроем так же быстро, как и открыли. А Дадли, наша похитительница сердец, родила только одного ребенка, мальчика. Но, увы, он скончался в возрасте 3 лет. На этом генетический след главного фаворита королевы навсегда обрывается. Никакого продолжения нет, дело закрыто. Возвращаемся по хронологии немного назад, поднимаем из архива дела давно минувших дней. Первый, абсолютно законный и до зевоты скучный по меркам Летиции брак с сэром Уолтером Деверё. Именно в этом браке, еще до всех своих дворцовых диверсий, наша фигурантка успела родить 4 детей.
И вот тут, уважаемые присяжные, следствие обязано сделать важное процессуальное заявление. Мы обнаружили генетическую аномалию. Схема раздваивается. Если мы начнем распутывать клубок, то увидим, что сразу 2 из этих 4 детей в итоге приведут нас к финальной точке, к Диане Спенсер. Проклятая кровь Болейн подстраховалась и пустила сразу 2 параллельные ветки. Давайте зафиксируем эти 2 ключевых узла для протокола. В январе 1563 года на свет появляется девочка Пенелопа Деверё. В ноябре 1565 года рождается ее брат Роберт. Тот самый знаменитый граф Эссекс, который станет последним фаворитом стареющей Елизаветы и которому она в итоге отрубит голову. Но это, как говорится, материалы совсем другого уголовного дела. Оба они предки принцессы Дианы. Спустя столетия их линии снова пересекутся и замкнут это генетическое кольцо. Но чтобы не перегружать вашу оперативную память сложными чертежами и не запутаться в показаниях, следствие принимает решение пока пойти по женской линии. Мы берем в разработку старшую сестру Пенелопу Деверё. Ее личное дело настолько пропитано судами, разводами и публичными скандалами, что мимо него просто невозможно пройти. Девочка с лихвой оправдала свои гены. Итак, наш новый пациент на этом этапе – Пенелопа Деверё. Вызываем свидетельницу на допрос. Итак, открываем личное дело фигурантки номер 4 – Пенелопы Деверё. Особые приметы. Классическая роковая женщина эпохи Возрождения. Золотые волосы, пронзительно черные глаза. Главная муза поэтов того времени, ей посвящали сонеты и за нее сходили с ума. Диагноз следствия – острое генетическое наследие Болейн, то есть полное отсутствие тормозов и желание жить по своим правилам. Что мы видим в материалах дела? В 1581 году опекуны совершают фатальную ошибку. Они насильно выдают 18-летнюю красавицу Пенелопу замуж за очень богатого, но невероятно душного, скучного и жестокого лорда Рича. Обычно женщины того времени в такую ситуацию смиренно опускали глаза и шли вышивать крестиком, но не правнучка Марии Болейн. В протоколах зафиксировано. Стоя прямо у алтаря, наша Пенелопа открыто и громко заявила официальный протест против этого брака. Естественно, ее никто не послушал, и штамп в паспорт, то бишь в церковную книгу, поставили. И тут Пенелопа включает режим изощренной мести. Если вы думаете, что она заперлась в башне и плакала, вы плохо знаете эту семейку. Находясь в официальном браке с нелюбимым мужем, она в открытую заводит постоянного любовника Чарльза Блаунта. И дальше начинается настоящий цирк. Пенелопа живет на 2 дома и рожает детей обоим. В метриках полная неразбериха. Часть детей она рожает от законного мужа, лорда Рича, а часть от любовника Блаунта. Причем муж об этом знает, но терпит, потому что семья Пенелопы слишком влиятельна. Но в итоге пружина лопнула, лорд Рич не выдерживает публичного позора и подает на развод. Разразился грандиозный на всю Англию судебный скандал. Пенелопу официально по суду признают блудницей. Ей запрещают выходить замуж при живом бывшем муже. Она, естественно, плюет на запрет и тайно венчается со своим любовником. Узнав об этом, новый король Англии Яков I приходит в ярость и с позором выгоняет Пенелопу со двора. Знакомый почерк, не правда ли? Точь в точь, как ее матушка Летиция. Итог по фигурантке. Пенелопа Деверё умерла в статусе опозоренной изгнанницы. Но для нашего следствия это не имеет никакого значения. Свою главную биологическую задачу она выполнила на 200%. Оставила после себя огромное количество детей. И именно кровь этой скандальной, непокорной женщины, официально признанной блудницы, продолжала свое триумфальное шествие по генеалогическому древу Англии. Итак, господа присяжные, а теперь держитесь за все, за что только можно ухватиться. За подлокотники кресел, за трибуну, за протокол или хотя бы за остатки здравого смысла. Потому что сейчас наше следствие выходит на уровень настоящей генетической мафии.
Если вы думаете, что мы сейчас с облегчением вздохнем, возьмем под руку одну конкретную дочку нашей скандальной Пенелопы и по прямой, ровной дорожке дошагаем до принцессы Дианы, то предупреждаю сразу, забудьте. Расслабляться рано. Чтобы вы понимали весь масштаб этого преступления века, давайте вспомним одну важную вещь. Мы с вами находимся в Англии. Английская высшая аристократия – это максимально закрытая элитная тусовка. Они веками из поколения в поколение варились в собственном соку. Они женились на троюродных сестрах, выходили замуж за кузенов, менялись титулами и замками. Они так перемешивались между собой, что когда мы начали распутывать этот клубок, у нашего отдела криминалистики просто задымились процессоры. Так вот, внимание на доску подозреваемых. У нашей блудницы Пенелопы рождаются девочки. Вносим их имена в протокол. Леди Изабелла Рич, леди Летиция Рич и леди Эссекс Рич. 3 сестры, 3 дочери от того самого нелюбимого мужа. И знаете, что самое шокирующее в материалах дела? Не удивляйтесь, но они все стали предками Дианы Спенсер. Представляете себе этот уровень генетической интервенции? Мы сейчас смотрим на это генеалогическое древо, и оно похоже не на дерево, а на паутину. Кровь Болейн не просто потекла ручейком, она затопила всю британскую знать. Линии этих сестер веками гуляли по Англии, параллельными курсами, переплетались, расходились, снова сходились в браках, их внуках и правнуков. Какую из этих девочек мы сейчас с вами бы не взяли в разработку, мы все равно со 100% гарантией придем к нашему конечному результату. Все дороги ведут не в Рим, все дороги ведут к леди Ди. Мы с вами торжественно занесли в протокол имена 3 дочерей нашей скандальной Пенелопы – Изабелла, Летис и Эссекс. И я вам клянусь материалами дела. Каждая из них в итоге стала пра-пра-пра какой-то там бабушкой принцессы Дианы. Схема рабочая, ген передан. Но если мы сейчас начнем дотошно, пофамильно пересказывать, как эти 3 девицы растворились в английской аристократии, мы с вами тут уснем прямо на заседании. Приблизительно этот маршрут выглядит так. Одна дочь выходит замуж за лорда, рожает свою дочь, та выходит за графа, рожает еще одну леди, та за герцога, и так 12 поколений подряд. Бесконечная монотонная череда чаепитий, поместья и родственных браков, пока вся эта компания хорошенько перемешивалась и не приземлилась прямиком в генетическом древе Спенсеров. Наше следствие верит фактам, но категорически не выносит скуку. У кого есть лишняя неделя жизни и желание сломать мозг, архивы и энциклопедии открыты. Можете проследить каждую леди лично. Мы же просто зафиксируем. Да, по женской линии все работает безупречно. А теперь мы делаем процессуальный разворот. Потому что у нашей Пенелопы, помимо этих добропорядочных дочерей, был еще один ребенок, мальчик, родной брат этих самых девочек. И вот его личное дело – это настоящий криминальный триллер, мимо которого мы пройти не можем. Забудьте про скучных барышень. Мы переходим к мужской линии. Вызываем подозреваемого. Итак, друзья мои, перед нами наш следующий фигурант, прапраправнук нашей нулевой пациентки Марии Болейн. Открываем дело. Генри Рич, первый граф Холланд, родился в 1590 году. Пересказывать всю его биографию в подробностях нам никакой жизни не хватит. Скажу только, что жизнь эта была невероятно насыщенной, богатой на события и по меркам того времени долгой. Он прожил почти 60 лет, что для эпохи войны и эпидемий было равносильно современным 80. Но нас, как следователей, больше всего интересует финал. Как сказано в материалах дела, во время гражданской войны в Англии наш Генри оказался парнем азартным, но недальновидным. Он начал метаться, перебегал от короля к парламенту, потом от парламента обратно к королю. В общем, бегал и в итоге добегался. В 1649 году его поймали. И вот тут, уважаемое присяжное, следствие четко фиксирует родовое проклятие. Вы не поверите, но этот блистательный граф закончил свою жизнь старым дедовским, точнее, старым бабушкиным способом. Ему эффектно отрубили голову. Бумеранг судьбы от обезглавленной Анны Болейн прилетел ровно в цель.
Казалось бы, все, закончен человек свой путь на плахе, дело можно закрывать. Отпускаем подозреваемого, покойся с миром, Генри. Но нет, друзья мои, никуда мы его не отпускаем. Знаете, почему нас вообще заинтересовал этот бедолага? А потому что до своей роковой встречи с палачом он успел оставить нам главного свидетеля, свою дочь. Встречайте, леди Фрэнсис Рич. Именно от этой девочки наша линия сделает следующий грандиозный скачок. Наш новый фигурант, леди Фрэнсис Рич, родная дочь того самого любителя белых костюмов и политических интриг, которому отрубили голову. Что мы знаем об этой барышне? Если ее скандальная бабка Пенелопа жила по принципу «сгорел сарай, гори и хата», то Фрэнсис оказалась женщиной феноменального ума и выдержки. В криминалистике это называется инстинкт самосохранения. Представьте себе обстановку. На дворе середина 17 века. В Англии полыхает гражданская война. Королю Карлу I отрубают голову. Отцу нашей Фрэнсис тоже отрубают голову за то, что он бегал от короля к парламенту и обратно. Страна в хаосе. Аристократов лишает земель и титулов. И что в этой мясорубке делает наша подозреваемая? Она делает самый грамотный ход в истории этой семьи. Она выходит замуж за Уильяма Педжета, 5-го барона Педжета. И вот тут в материалах дела кроется потрясающая историческая ирония. Знаете, чем прославился ее муж, барон Педжет? Во время войны он тоже метался. Сначала он был за парламент, потом сбежал к королю, потом снова вернулся к парламенту. Ничего не напоминает? Точная копия поведения ее безголового папы. Но, в отличие от папы, муж Фрэнсис свою голову на плечах сохранил, и земли сохранил, и титул. Следствие абсолютно уверено, без мозгов и влияния нашей леди Фрэнсис тут не обошлось. Девочка явно усвоила родовой урок. На отлично. И вовремя объяснила мужу, когда нужно красиво извиниться, а когда вовремя отойти в тень. В чем главная заслуга леди Фрэнсис для нашего дела? Она сработала как идеальный генетический курьер. Фрэнсис взяла эту взрывоопасную кровь Болейн, аккуратно пронесла ее через революцию, через казни и гражданскую войну и надежно упаковала в династию Педжетов. А семья Педжет, господа, это вам не изнеженная придворная. Это настоящая военная элита Британии. Люди из стали. Леди Фрэнсис Рич блестяще выполнила свою миссию. Она родила наследников и спокойно удалилась в историческую тень. Дело передано в архив. А мы с вами, уважаемые присяжные, двигаемся дальше. Итак, заглянем в метрики нашей леди Фрэнсис. Кого она нам там оставила? Из всех ее наследников следствие выписывает ордер на одного конкретного мальчика. Вносим в протокол: Уильям Педжет, 6-й барон Педжет. Это наш следующий фигурант. И надо сказать, парень оказался с отличной генетикой и правильными выводами. Если его дедушка, тот самый фанат без головы, потерял голову на эшафоте из-за политики, то наш Уильям усвоил мамин урок на 200%. В любой непонятной ситуации выживай и строй карьеру. Что говорят материалы дела об этом Уильяме? Он не просто сохранил титул и земли, он стал блестящим дипломатом. Английская корона отправляла его послом в самые горячие точки того времени, в Вену и даже в Османскую империю к турецкому султану. Выжить при дворе султана в 17 веке – это, знаете ли, задачка со звездочкой. Но с генами Болейн, которые умеют выкручиваться из любых интриг, Уильям справился блестяще. Он прожил долгую, сытую жизнь и спокойно умер в своей постели. Но для следствия Уильям Педжет – это важный транзитный узел. Именно он берет эту контрабандную кровь, которая когда-то бурлила в спальне Генриха VIII, и окончательно цементирует ее в высшей военной и политической элите Британии. От нашего дипломата Уильяма ген передается дальше по мужской линии Педжетов. Он переходит к его сыну Генри, затем внуку Томасу. Кровь Марии Болейн обрастает генеральскими эполетами, титулами графов и огромными поместьями. Мы не будем допрашивать каждого из них, потому что они вели себя слишком прилично для нашего скандального расследования.
Они просто служили короне, рожали детей и аккуратно передавали эту генетическую эстафетную палочку все дальше и дальше, пока спустя несколько поколений этот ген не взорвался в лице легендарного вояки Генри Пейджета, маркиза Англси. Особые приметы. Блестящий военный кавалерист, герой нации и обладатель гена Болейн. Что говорят о нем материалы дела? Этот парень не прятался по дворцам. В 1815 году он командует всей британской кавалерией в легендарной битве при Ватерлоу. И именно там происходит эпизод, достойный нашего черного юмора. В самом конце битвы, когда победа уже была в кармане, прямо в колено нашему Генри прилетает пушечное ядро. Рядом на коне сидит главнокомандующий, герцог Веллингтон. Генри смотрит на свои кровавые ошметки и с абсолютно истинным британским хладнокровием произносит: «Боже, сэр, и я потерял ногу». Веллингтон смотрит вниз и отвечает: «Боже, сэр, так и есть. Ногу ампутировали прямо в полевых условиях без наркоза. Генри даже не пискнул, только сказал, что нож туповат». Вот что значит крепкая тюдоровская генетика. Но зачем этот одноногий герой нужен нашему следствию? А затем, что до того, как потерять свою конечность, он успел оставить нам главную улику – свою дочь Кэролайн Пэджетт. И вот тут, господа, мы включаем мигалки, потому что выходим на скоростную финишную прямую. Никаких больше остановок. Смотрите, как красиво и быстро захлопывается наша генетическая ловушка. Дочь нашего одноногого героя Кэролайн рожает девочку Сесилию. Сесилия рожает девочку Розалинд. Розалинд выходит замуж за герцога Аберкорна и в 1897 году рожает девочку Синтию. Итак, открываем досье. Синтия Гамильтон. Родилась в 1897 году. Девушка с безупречной родословной, в венах которой, как мы с вами уже доказали, бурлит адский коктейль из Тюдоров, мятежников, обезглавленных графов и генералов с оторванными ногами. Но внешне это идеальная, благовоспитанная британская аристократка. Наступает 1919 год. Нашей фигурантке 21 год, почти 22. И что происходит с девушками такого калибра в этом возрасте? Правильно, их выводят на элитный брачный рынок. Следствие задается вопросом, сама ли она выбирала себе мужа или это был холодный расчет. Господа, давайте будем реалистами. В высших эшелонах британской аристократии браки по безумной любви – это скорее сбой в матрице. А высший свет – это закрытый клуб, где браки заключаются как слияние крупных корпораций. Родители присматривают кандидатуры, оценивают титулы, размер поместья и близость к королевскому двору. Синтия была послушной дочерью своей эпохи. Ей подобрали партию, которая идеально соответствовала ее статусу. И кому же достался наш ген Болейн? А выдавать нашу генетическую бомбу Синтию Гамильтон за первого встречного мы не имеем права. Следствие обязано провести полную проверку жениха. Давайте отложим дело Болейн на пару минут и проведем отдельное расследование. Откуда вообще взялась эта семья? Отматываем время назад, век эдак на 13-й. В те времена, господа присяжные, паспортов не было и фамилий в нашем современном понимании тоже. Кого как называли? Чаще всего по роду занятий. Кузнец значит Смит, пекарь значит Бейкер. Помните, в одном из наших прошлых расследований мы с вами разбирали дело династии Стюартов. Мы тогда выяснили, что Стюарт – это изначально просто управляющий, завхоз. Завхозы, которые умудрились стать королями Шотландии и Англии. Но те завхозы крутились при высоких королевских дворах. А теперь давайте посмотрим, что происходило чуть ниже по социальной лестнице. У любого приличного английского лорда или барона тоже был свой завхоз. Только должность эта на старофранцузском, который тогда был в моде у знати, называлась диспенсер. Чем занимался этот диспенсер? Представьте себе мрачный замок. Наш фигурант сидит в полуподвальном помещении, гремит ключами на поясе и выдает прислуге пайку. Муку, крупу, эль, хлеб, свечи. Согласитесь, никаким золотом, а уж тем более королевскими коронами там и не пахло. Там пахло мышами, солодом и сыростью. Время шло, профессия передавалась от отца к сыну, и в какой-то момент название должности намертво прилипло к ним в качестве фамилии. Ди
со временем отвалилась, как бы смешно сейчас это ни звучало. И они стали просто Спенсерами, без «ди». Но, как, скажите на милость, эти ребята с ключами от кладовки переквалифицировались в мультимиллионеров? Ответ кроется в материалах дела 15 века. В Англии меняется экономика. Старые пафосные рыцари стремительно разоряются, потому что воевать дорого, а крестьяне стоят денег. И тут наши бывшие кладовщики, Спенсеры, демонстрируют гениальную коммерческую хватку. Они понимают, зачем ковыряться в земле и растить пшеницу, если можно делать деньги из воздуха, точнее из шерсти. Спенсеры вылезают из своих подвалов, по дешевке скупают пустующие земли у разорившихся аристократов и просто запускают туда овец. Овцам не нужно платить зарплату. Они не устраивают забастовок, а просто едят обычную траву. При этом английская шерсть в те времена ценилась на вес золота. Это была настоящая нефть 15 века. Наши вчерашние завхозы становятся шерстяными монополистами. Они стригут овец, стригут купоны и богатеют с такой скоростью, что старая аристократия просто давится от зависти. Деньги текут к ним рекой. В 1508 году на эти баснословные овечьи прибыли Спенсеры покупают колоссальное поместье, которое, к слову, принадлежит семье до сих пор – Элторп. Итак, финансы есть, поместье есть, но в высшем обществе Англии, чтобы тебя уважали, нужен был красивый паспорт, то есть древняя родословная. А кому хочется признаваться, что твой прадед выдавал свечи в подвале? И вот тут следствие фиксирует факт исторического мошенничества. Но об этом, пожалуй, нужно сказать отдельно. Что делают наши подозреваемые? В криминалистике это называют отмывание репутации. А раз благородную кровь нельзя купить в магазине, значит, ее нужно подделать. В XVI веке в Англии существовала совершенно официальная организация – коллегия Герольдов. Это были ребята, которые занимались гербами, титулами и родословными. И, судя по материалам дела, ребята эти были весьма и весьма коррумпированными. Наши шерстяные магнаты заносят королевским Герольдам пухлый сундук с золотом и делают заказ. Сделайте нам, чтобы было красиво. Мы больше не хотим быть правнуками завхоза из подвала. Мы хотим быть древней аристократией. И Герольды, пересчитав монеты, творят историческое чудо. Они фабрикуют Спенсерам абсолютно фейковое генетическое древо. Как они это сделали? Герольды покопались в архивах и нашли древний, невероятно могущественный нормандский род баронов Ле Диспенсер. Эти настоящие Ле Диспенсеры прибыли еще с Вильгельмом Завоевателем, были лучшими друзьями королей, плели интриги в XIII веке, но к тому моменту их мужская линия давно вымерла. Герольды берут наших овцеводов Спенсеров и нагло, белыми нитками пришивают их к этому мертвому, но очень благородному роду. Мол, смотрите, это же их давно потерянная ветвь, чудом нашлась. Но и это еще не все. Внимание на вещественные доказательства. Герольды берут древний рыцарский герб вымерших Ле Диспенсеров, чуть-чуть меняют на нем цвета и торжественно вручают нашим бизнесменам. Носите на здоровье, милорды, теперь вы нормандская знать. Самое потрясающее в этой афере, что она сработала на 100%. Подлог был оформлен так красиво, а денег у Спенсеров было так много, что никто не задавал лишних вопросов. Поддельный паспорт прокатил. Спенсеры начинают получать баронские, а затем графские титулы, заседать в парламенте, становиться лучшими друзьями королей. А знаете, когда вскрылась эта афера? Только в самом конце XIX века. Дотошные историки добрались до пыльных архивов, провели перекрестную экспертизу и схватились за головы. Господа, это же фейк. Вы не нормандские бароны, вы фермеры. Но знаете, что ответили им Спенсеры? Ничего. Им было уже глубоко плевать. К тому моменту, когда историки подняли шум, мошенничество давно уже прошло все сроки давности. Спенсеры уже 300 лет были графами, кавалерами высших орденов и родственниками половины герцогов Англии. Выгонять их из высшего общества было поздно. Они сами стали этим обществом. Шалость удалась.
И вот теперь, когда мы с вами понимаем, из какого дерзкого, хваткого и амбициозного теста слеплен этот род, мы можем вернуться к нашей невесте. На дворе 1919 год. Альберт Спенсер – наследник этой генеалогической империи овцеводов и махинаторов. Готов заключить сделку. Он женится на нашей Синтии Гамильтон, женщине, которая несет в себе тайную кровь Марии Болейн. Контракт подписан. И именно в этом союзе двух великих династий, авантюристов Тюдоров и комбинаторов Спенсеров, на свет появляется наш следующий и уже предпоследний подозреваемый. Итак, господа присяжные, овечьи капиталы Спенсеров благополучно слились с древней кровью Гамильтонов. Сделка века закрыта. И в 1924 году этот блестящий союз выдает нам главного наследника. Открываем том нашего расследования. Фигурант Эдуард Джон Спенсер. Для своих просто Джонни. Кто такой этот Джон? Забудьте про подвалы и овец. Джон родился с такой серебряной ложкой во рту, что ею можно было ослепить половину Лондона. К середине 20 века Спенсеры уже не просто аристократы, они практически тень британской короны. Наш Джон оканчивает элитные школы, служит в Королевской гвардии и становится личным конюшем самого короля Георга VI, а затем и молодой королевы Елизаветы II. То есть парень буквально открывал двери перед монархами, ездил с ними в одних каретах и вращался в самой что ни на есть закрытой королевской тусовке. В Лондоне 50-х годов он считался золотым холостяком номер один. Очередь из невест стояла от Букингемского дворца до самой Шотландии. И тут перед Джоном и его семьей встает стратегическая задача – операция под кодовым названием «Идеальная жена». Как вы понимаете, в таких кругах жену не ищут на дискотеке. Но жена должна быть с безупречным происхождением, правильными манерами и желательно с прямым выходом на королевскую семью. Никаких случайностей, только строгий расчет и одобрение сверху. И тут на радарах нашего следствия появляется наша подозреваемая. Внимание на экран. Юная, свежая, ослепительно красивая Фрэнсис Рут Рош. Следствие задает логичный вопрос, кто она такая и как ей удалось обойти всех конкуренток и захомутать самого завидного жениха Британии. А вот тут, господа, мы видим классическую агентурную работу высшего пилотажа. Дело в том, что мама этой очаровательной Фрэнсис была баронесса Рут Фермой. И эта баронесса была не какой-то там светской дамой, она была ближайшей подругой, наперсницей и фрейлиной самой королевы-матери. Они вместе пили чай, играли в карты и, как подозревают многие историки, тихо вершили судьбу британской аристократии. Нашей невесте Фрэнсис было всего 18 лет, когда ее вывели на этот элитный брачный рынок. Джону было 30, разница в 12 лет никого не смущала. Главное, это был идеальный династический пазл. Спенсеры получали молодую, здоровую невесту, чья семья была на короткой ноге с королевой матери, а семья Рош получала для дочери титул будущей графини и доступ к сокровищам Спенсеров. А говорят, что этот брак благословили прямо за чаепитием в Букингемском дворце. И вот, в 1954 году звучат свадебные фанфары. Эта свадьба была событием национального масштаба. Венчание проходило в Вестминстерском аббатстве, а в списке гостей на первых рядах сидели сама молодая королева Елизавета II, принц Филипп и королева-мать. Контракт был подписан на самом высоком уровне. Наивная 18-летняя Фрэнсис стала женой 30-летнего Джона Спенсера. И именно она, эта 18-летняя девочка, забрала у Спенсеров эстафетную палочку с тем самым геном Болейн, который мы с вами тащили через 5 веков. Забрала, чтобы через несколько лет, 1 июля 1961 года, произвести на свет нашу главную героиню, девочку, которую назовут Диана Фрэнсис Спенсер. Историю самой леди Дианы мы с вами сегодня пересказывать не будем. Ее жизнь, слезы, благотворительность и трагическая гибель – это материалы совершенно другого, всеми известного дела. Но прежде чем мы поставим финальную печать на этом расследовании, следствие обязано ответить на самый последний циничный вопрос. Как вы знаете, Диана вышла замуж за наследника престола, принца Чарльза. И мы с вами прекрасно знаем, что Чарльз не был в нее дико влюблен. Его сердце, мысли и все остальное давно и прочно принадлежали Камиле Паркер Боулс. Так почему же Диана? Зачем было тащить к алтарю 19-летнюю девочку? Господа присяжные, давайте снимем розовые очки. Британская монархия – это не романы про любовь, это корпорация.
И в конце 70-х годов этой корпорации срочно требовалась идеальная будущая королева. Камила на эту роль не годилась категорически. У нее было, как тогда говорили в кулуарах, слишком богатое прошлое. Она не была девственницей, она крутила романы, она была слишком опытной и свободолюбивой. Для Букингемского дворца того времени это был стопроцентный брак. А теперь посмотрите на анкету Дианы глазами королевских кадровиков. Пункт 1. Безупречная, древняя, аристократическая кровь. Спенсеры были настолько породистыми, что в Диане текло больше английской королевской крови, чем в самом принце Чарльзе. Пункт 2. Возраст и репутация. Ей 19 лет. Она работает нянечкой в детском саду. У нее нет бывших любовников, нет скандалов. Она краснеет перед камерами и выглядит как идеальный чистый лист. Пункт 3. Послушание. Королевская семья смотрела на эту застенчивую высокую девочку и думала: бинго, идеальная партия, тихая, спокойная, покладистая овечка из древнего рода овцеводов. Она родит нам наследников, будет красиво махать рукой с балкона и не будет задавать лишних вопросов. Чарльзу буквально приказали на ней жениться. И это, господа, была их самая фатальная ошибка. Потому что Виндзоры смотрели только на внешнюю анкету. Они забыли заглянуть в ее глубокую генетическую карту. Они не учли, что вместе с покладистой кровью Спенсеров они своими собственными руками заносят в Букингемский дворец тот самый спящий вирус, контрабандную кровь Марии Болейн. Они думали, что берут послушную куклу, а получали женщину, которая в одиночку перевернула всю британскую монархию. Женщину, которая нарушала протоколы, общалась с людьми напрямую, затмила с собой будущего короля и в итоге устроила им такой скандал, от которого дворец трясло десятилетиями. Гены Болейн, бунтарство, харизма и умение влюблять в себя толпу проснулись в ней в полном объеме. И знаете, в чем заключается главная историческая ирония нашего расследования? Давайте вернемся в 16 век. Король Генрих VIII вышвырнул Марию Болейн со двора. Ее считали проигравшей. Ее сестре отрубили голову. Их род пытались стереть из истории. Но сегодня, в 21 веке, на британском троне сидит король Карл III, а сразу за ним в очереди стоит его сын, принц Уильям, родной сын леди Дианы. И в его венах, а значит и в венах его детей, будущих королей Англии, течет кровь той самой другой Болейн. Мария Болейн не просто вернулась во дворец, она его захватила. И на этот раз навсегда. Дело закрыто. Граф Тибо и маркиз Пюре, можете выключать камеры. Увидимся на следующем расследовании.